Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех журналистов, которые собрались сегодня на площадке РИА Новости. И, конечно же, нашего уважаемого гостя, заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского. И сегодня в рамках нашей пресс-конференции мы подводим итоги весенней сессии Государственной Думы. Владимир Вольфович, естественно, первый вопрос. Удовлетворены ли вы итогами работы весенней сессии, которые во многом многие называют просто рекордными по количеству принятых законопроектов? Оппозиция не может быть никогда удовлетворена, иначе будут говорить, что мы как бы подыгрываем власти. Конечно, все работали, как физическая работа и умственная, очень много, но проблема в эффективности. Допустим, мы долго занимались законом о торговле. Он принят. Поправка от ЛДПР не прошла, по которой мы ограничивали возможность надбавок. Не больше 10%. Мы понимаем, что есть то техническое большинство, которое свои цели преследует, но тем не менее мы все равно вносим поправки в те законы, которые считаем необходимыми. Коррупция. Это ведь главное зло, не победив которое, все остальное бесполезно. То же самое торговля. В чистом виде коррупция, конечно, чтобы каждый мог наживаться. Ведь у нас цены на литр молока от коровы уже сравнялись с Европой. Спасибо, Владимир Вольфович. Смотрите, сколько рук. Наверное, перейдем к вопросу. Пожалуйста, давно не пойти. Скажите, пожалуйста, ваше геополитическое видение к разным вопросам, например, ратификация СНВ-2, участие России в системе ПРО, противоракетные системы и последние маневры на Украине. Ваше видение, ваши комментарии. Разоружаться России не надо. У нас и так уже остается очень мало ракет. Почему? Потому что система ПРО развивается у США. И она развивается автономно от, так сказать, нашего ракетного вооружения. И чем меньше у нас ракет, а у них более совершенная система ПРО, тем меньше ракет могут проникнуть на территорию противника. Поэтому сегодня это вредно для нас, разоружение, и ЛДПР не будет поддерживать ратификацию. Я думаю, американцы до ратификации не доведут, потому что сейчас у них нет необходимого большинства, а в ноябре они его потеряют, большинство в обеих палатах. НАТО, ведь план, у каждой организации есть план. По плану должны быть и учения. Мы не поддержали ратификацию договора с Украиной, потому что мы знали, что будет вот так, что Украина получит от нас деньги, а будет также допускать натовские корабли в Черное море, проводить с ними учения. Ведь не обязательно вступать в организацию. Это как отношения мужчины и женщины. Не обязательно идти в ЗАГС. Вы можете иметь семью еще сильнее, чем те, кто в ЗАГСе были. Они в ЗАГСе пришли и разбежались по разным квартирам. А вы без ЗАГСа в одной квартире живете. Очень любите, у вас есть дети, вы все совместно делаете. Это Украина, она может не вступать в НАТО. Но НАТО будет присутствовать на Украине. Каждый день и каждый час. Поэтому мы не стали поддерживать ратификацию. Видите, Владимир Вольфович, вы много говорили о коррупции здесь. Как вы прокомментируете предложение ваших коллег по партии клеймить тех, кто берет взятки? Не кажется ли вам это неким средневековым таким предложением? Спасибо. Конечно. Почему появляются такие проекты? Это не мой. У меня бы никогда такой идеи не возникло. Потому что я заслуженный юрист, доктор философских наук. Я против любого насилия, агрессии и так далее. Это ответ молодого поколения. Фракция ЛДПР самая молодая. Это средний возраст 40. А так там полно ребят, которым до 30. То есть, безвыходное положение. Но все видят, что ничего не получается у власти. Все законы приняты. Все декларации опубликованы. Вся информация есть, но коррупция же не уменьшается, а увеличивается. Поэтому это как бы своего рода революция в законодательстве. Но другого пути нет. Бесполезно. Ведь стоит принять такой закон, и многие перестанут брать взятки. Хотя бы одного покажите, вот клеймо поставили. Миллионы испугаются. То есть это как бы состояние отчаяния. Скажите, как вы прокомментируете взрыв на ГЭС в Кабарде? Так скоро могут и атомные станции начать взрывать в России?
Ну, я, так сказать, уже касался этого вопроса. То есть, если обычные теракты против людей не будут эффективными, власть не будет как-то реагировать на это, то они будут стараться взрывать водохранилища. Это сразу вызовет, конечно, бунт. Воды и так вот нет сейчас, обстоятельств, еще питьевой не будет воды. Или гидростанции, любые источники, где энергия. Это способ создать напряженную обстановку в стране. Вот. Мы этого не хотим. Это не наша задача. И для этого используется в основном, конечно, регион Кавказа. Там это легко сделать. Опять же, путем коррупции. Все, закончили. В следующий Спасибо раз большое, позовете итоги Владимир осенней Вольфович. сессии. Мы вас обязательно позовем, мы всегда рады вас видеть. И хочу только поблагодарить Спасибо. за интересные и подробные ответы на вопросы. Спасибо. Всего Зюганов доброго. вам этого не скажет. И Грызлов, и Миронов. Поэтому мы всегда Они приглашаем большевики, и рады видеть коммунисты. вас.